Добрый день, друзья! Я получила еще одну посылку из Краснодара. Моя зайка пришла. Да ты, моя зайчка пришла, тебе тоже хочется с нами здесь рядышком быть. Ричуль, Ричуля, ты мой хороший, ты мой золотой. Конечно, золотой. Ты ревнивый кот. Заняли его стульчик любимый. Все контакты этого продавца я оставляю в описании под видео. И эта посылка с цветущими орхидеями. Я первый раз делала такой заказ. И хочу вам показать именно цветущие орхидеи, как они приходят, как они переносят пересылку. Посылка шла 2 суток. Сейчас мы откроем, посмотрим их состояние, и я вам расскажу, что происходит с цветущими орхидеями в посылке. Давайте я вот с этой стороны ее сегодня открою. Мне очень нравится их упаковка. Всегда так аккуратно все упаковано. Так, еще один помощник пришел. Юль, я точно справлюсь без тебя, пожалуйста. Юлечка, давай, не мешай, пожалуйста. Все, это цветы тебя точно не интересуют. Я сама сгораю от любопытства узнать, как перенесли цветы пересылку. Конечно, сложно. Очень сложно. Во-первых, у нас жарко, как и в Краснодаре. Поэтому какие-то бутончики обязательно подсохнут. Точно так же, как и цветочки. Смотрите, как здорово. Сначала проложено что-то типа туалетной бумаги. Это для того, чтобы не высыпалась кора. Юля, корни точно нельзя трогать. Юлька, мешаешь. О, и сразу вылетел грибной комарик. Его даже Юля увидел. Ну, грибные комарики во влажном грунте — это святое, как мы говорим, да. Просушим грунт, грибные комарики исчезнут. Скучно, Юля, скажи. Так скотчик же, скотчик. Он же звук слышит, поэтому уже облизывается. Нет, Юля, скотч я тебе есть не дам. Не-не-не, Юля, нельзя. Юля, ты звезда сегодняшнего видео, уходи. Пожалуйста, не мешай. Это мультифлорка. Да что ж такое? Вот так безобразие. Не дам я тебе скотч. Листики в тургаре. Горшочек
Но если влажный, то чуть-чуть. Грунт влагоемкий. Ну, цветочки немножко пострадали, но в этом нет ничего тоже страшного. Сама орхидея выглядит прекрасно. А цветоносы всегда появятся после того, как орхидея адаптируется и к осени зацветет, потому что это взрослая орхидея. Так, следующее. Узнали? Попытка номер 2. Бронзовый Будда. Мои постоянные подписчики и зрители знают, что я купила бронзового Будду больше, наверное, года назад. Поначалу он прекрасно себя чувствовал, а потом в один день все цветы завяли, и буквально за неделю бронзовый Будда развалился на запчасти. Но такой цветок очень хочется иметь в коллекции, и поэтому это попытка номер 2. Сейчас оценим его состояние. Также отличная упаковка. Но с такой отличной упаковкой очень долго и кропотливо приходится бороться. Но повредить растение очень не хочется. Так, у бронзового Будды еще оригинальный горшок от производителя. Но мы с вами, конечно, достанем из этого горшка его и посмотрим корни. Прекрасно просушенный для пересылки. С великолепными корнями. И в горшке, и здесь. Цветочки, но на цветочки я никогда не обращаю внимания. Понятно, что при пересылке какие-то цветочки обязательно завянут, испортятся, помнутся. Великолепное растение. Великолепная орхидея. И третья орхидея. Юлю очень заинтересовала распаковка орхидей со скотчем, поэтому он решил сегодня поприсутствовать. Что не часто бывает. Ну, Сёма обиделся. Сёма обиделся, что его стул занял Ричи. Неожиданно. Да. Ричка, а ты спишь? Ты не смотришь? А, ваши орхидеи мне совершенно неинтересны. И еще один красавец. Даже не знаю, каким цветком. Вот этим цветком вам покажу его. Сёма пришел, делает вид, что ему хвост интересен, задняя лапа. Ну, обидели ребенка. Да.
Вот этот цветок очень хорошо сохранился. Был заявлен как черный медведь. Но такой красивый. Так. Цветочек. И давайте разбирать скотч и бумагу, чтобы посмотреть корни сверху горшка и внутри горшка. Ну что, мне кажется, что это тоже отличное состояние растения после пересылки. Смотрите, как интересно у него начали расти воздушные корни. Конечно, корни все закуплены. Конечно, цветы есть увядшие, есть сброшенные бутоны. Для меня в этом нет ничего страшного, потому что я прекрасно понимаю, что, во-первых, эти цветы ехали из Европы, ехали цветущие. Как бы их ни старались перевести в палетах или укладывают их в коробки, но все равно цветы испытывают большой стресс после того, как их забирают из теплицы, в которой они продолжительное время росли. Это первый их стресс. Потом их привозят. За это время они в дороге или высыхают, или едут в темной машине. Это очень большой стресс для орхидей, тем более для цветущих. Пришли к продавцу. Продавец их должен или полить, или сразу же отправить сухими. Опять упаковка, опять посылка, опять темное, да еще и закрытое помещение. Это еще один стресс для орхидей. Вот для Будды, например, это стресс на стрессе. Да, в принципе, для любой орхидеи вот такие переезды всегда сброс цветов. Вы же часто даже в магазине видите, что пришла орхидея, стоит на продажу, то там сломан цветонос, то бутончики они засушили. Принесли их домой, они тоже почему-то засушивают бутончики, не распускают их дальше. Это все стрессовые ситуации для орхидей. Поэтому ничего страшного нет, когда вы получаете в посылке цветущую орхидею, а у нее завяли цветы или сброшены бутончики. Как и со всеми орхидеями, с этими я поступаю на данный момент точно так же. На день я их оставляю в покое и не поливаю. Орхидея должна привыкнуть опять к свету. Может быть, она сейчас у меня не попадет на постоянное место жительства, но хотя бы светлое помещение, она потихоньку начнет вспоминать, что листиками надо тянуть воду из корней. И вот когда пройдут сутки, тогда я начинаю поливать орхидеи. Но как я это буду делать, я расскажу в следующем видео. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.